Представители знака зодиака Близнецы. Здравствуйте, мои дорогие Близнецы. Второй расклад. Знаки судьбы. События до конца апреля. Как меняется ваша реальность? Давайте узнаем, как же меняется ваша реальность и что случится, что скоро произойдет до конца апреля месяца, с чем будет это связано или какая сфера жизни. Может быть, это будет связано либо с тем, что вы что-то передумаете, или придет информация необходимая, будет получен документ, или правда какая-то откроется, словом, куда вас заведет судьба, или знаки судьбы, как подсказки, что вам важно знать или нужно услышать прямо сейчас. Что принять во внимание? И первая карта у нас будет называться «Что вы вычеркнули из своей жизни, а оно к вам вернется». Вторая карта «В чем вы думали, поставили точку», оказалась запятая или многоточие. Третья карта «Что прояснится?» Может быть, правда откроется информация нужная, или вы с чем-то определяетесь. И мы достанем 3 карты «Знаки судьбы». И это первый знак, куда же вас заведет судьба, как подсказка. Что вам хотят передать высшие силы. Или как знак судьбы, что будет меняться. Итак, что же вы могли вычеркнуть из жизни? А оно возвращается. Ух ты! Серьезная карта, первосвященник. Это, по сути, иерофант. Это у нас колода добра. Здесь немного другие идут значения. Но это, правда, судьбоносный период до конца апреля, когда вы с чем-то определяетесь. Кстати, вы могли, к примеру, предыдущий этап жизненный, думали, по крайней мере, вы расставили все по местам. И, может быть, подписали какие-то документы. Здесь буквально вам может вернуться какой-то документ на доработку. Или вам придется что-то пересмотреть, переписать. Возможно, это не вы инициируете, а какой-то человек. Или если по работе, организация. Но все то, что выпадает по аркану первосвященник, это именно нам по судьбе. Но вот обстоятельства, либо вы в этих обстоятельствах, либо вокруг вас складываются таким образом, что вам нужно все расставить по местам. И значит, если на доработку документ, значит, вы сделаете какой-то более правильный, оформите документ или внесете некоторые поправки. Самое главное, вы что-то проясните для себя. И этот аркан, он дает больше уверенности. Поэтому, чтобы вам тут на доработку или какой-то вопрос связано либо с человеком, либо с организацией. Может быть, это и работа, а возможно, это вы оформляете буквально какие-то документы, пытаетесь найти выход, может быть, и консультируетесь. Кстати, здесь могут быть консультации чиновников или тех людей, которые вот это ноу-хау, знают действительно, как правильно оформить или решить тот или иной вопрос. В этой колоде это еще идет духовная практика, ритуалы, медитация. Но мы, если рассмотрим в целом, это наши какие-то важные согласования. И опять же, подписание каких-то документов. То есть не просто на словах какие-то договоренности, а когда, ну, наверное, как закон, юстиция вас бережет, так и правильно составленный документ придает вам тоже уверенности. А для кого-то из вас, мои дорогие близнецы, это будет именно сопряжено с духовной практикой. Может быть, вас интересует, ну, какое-то новое направление. Почему нет? Может быть, кто-то начнет изучать основы герметизма. Это я уже так от себя. Ну, кто такой Гермес? Это Меркурий, по сути дела. А Меркурий – это ваша планета-управителя. И кто знает, может быть, вы задумаетесь или случайно так, раскапывая какую-то информацию, она вас, знаете, как нить Ариадны куда-то поведет, и вы дополните себе знаний в итоге каким-то 6 герметическим принципам придете и начнете анализировать, а откуда же вообще вот проснова, да, всех религий взялась. Или у кого-то это может быть как интерес, например, к символике. Это тоже проходит по аркану первосвященник или иерофант. Все строится именно на символах. Почему на символах? Потому что это как знаки или ключи судьбы, знаки судьбы. И вот кто-то ищет эти знаки буквально. И я должна сказать, нам природа, буквально природа, всегда дает, ну, какую-то подсказку. Вопрос, можем ли мы увидеть, хотим ли мы увидеть.
Очень часто, ну я опять же могу говорить от себя, руны. Кто увлекается рунами, это очень сильный, мощный инструмент. И шутить с ними я никому не рекомендую, но тем не менее. Так вот, как подсказка рун, иногда могут приходить к нам в виде облаков. Причудливое очертание, какая-то извилистость ветвей, например, или падающие тени. Вот, наверное, вот то, что мы никогда не замечаем. И кто-то может из вас подумать, о чем это она говорит. Но у вас с этим арканом духовная практика именно в колоде добра. Вот такой особо какой-то чувствительный период, когда ваша интуиция будет работать на максимуме, когда к вам могут приходить очень важные подсказки. И тогда вы могли прежде даже чем-то интересоваться, например, но вам это показалось несерьезным. Или, ну, рутинные какие-то вопросы более такого из мира материального вас увлекли и пришлось решать другие задачи. Так вот здесь вы можете искать подсказки именно как знак судьбы, правильно ли я действую, в том ли направлении я иду. Но вот такая разносторонняя карта, и это все по судьбе. Значит, если кто-то задумывается о чем-то более существенном, но неосязаемом, иррациональном, значит, этому самое время. В чем вы думали, поставили точку, а оказалась какая-то запятая или многоточие. По вопросам заработков, по вопросам денег, кстати, в целом, откуда к вам приходят деньги. Может быть, это не только... Тут ведь меня смотрит разное количество людей, и у кого-то может быть вторичный доход, пассивный доход. Вот эти все моменты могут проигрываться. Или банально на бытовом уровне. Вы захотите делать ремонт, или вы думали, вы уже что-то сделали. Карта не говорит, что что-то выходит из строя. Наоборот, это очень добрая карта, такая, знаете, максимально благополучная. По сути дела, проходит благополучие. И наши близкие, и наша семья, и теплый уютный дом, и заработки, да, или сам по себе достаток. Так вот, все то, что касается этих сфер, вы можете несколько пересматривать. Или сами возвращать что-то на доработку, как бытовые вопросы, делать свое жилье более комфортным. Или вы приходите, может быть, к выводу, что вот сейчас мне необходимо, ну, даже какую-то замену дома произвести. Но для вас это все, знаете, открывает новую степень комфорта, уверенности и, опять же, какие-то возможности. Вообще по этой карте именно в этой колоде проходит изобилие, благополучие, богатство. И еще, мои дорогие, проходит знание. И мы с вами только что об этом говорили. Может быть, с позиции интуиции или чего-то иррационального. Что же прояснится, какая правда откроется? А это элемент новизны, нулевой аркан. Есть у меня колода такая ангелов. Так вот, нулевой аркан шутом называется «Мечтатель». Поэтому какая-то ваша мечта может присниться, мои дорогие. Или как подступиться к своей мечте, или к тому, что вы хотите осуществить. Здесь может быть как и обновление отношений у кого-то, причем даже в парах, потому что вы по-новому, как свежим взглядом увидите своего партнера, или он перед вами, ну, как-то по-новому раскроется, или придет, опять же, какая-то информация, может быть, конкретно ваш партнер. И, кстати, не обязательно это по браку, это я уже такой пример. Вы переложите, это может быть и по работе. Но какие-то контакты у вас могут произойти таким образом, что перед вами человек открывается с новых каких-то целостных, добрых качеств. И вы о нем тоже измените мнение, обнуление. Для кого-то из вас и по работе может приходить какая-то, ну, как известие, тема, может быть открыта вновь или прояснена, и для вас открывает новые перспективы. По нулевому аркану мы сами стремимся к тому, чтобы несколько обновить свою жизнь. Это, знаете, тот еще энтузиазм в этой колоде, который не всегда граничит с логикой. И вот мы с вами говорили по аркану первосвященник. Значит, будет до конца апреля что-то действительно иррациональное. Слушайте свою интуицию, потому что она вам будет давать очень правильные подсказки, мои дорогие близнецы. И это будет дважды важно, потому что есть те вопросы до конца апреля, которые лежат в плоскости благополучия или материализма.
но не все, далеко. Есть и то, что не согласуется с логикой или что-то иррациональное. И вы не должны от этого тоже отказываться. Может быть, не всю палитру ваших интересов и предполагаемых действий нужно перекладывать в плоскость практичную, материальную. Есть и то, как мечта нами движет, легкости себе добавить. Вот этот момент, он вам будет помогать. По сути дела, это какие-то возможности, мои дорогие, что прояснится, какая правда откроется. Перед вами открываются новые возможности, но задача их увидеть. Давайте посмотрим. Подсказка, знаки судьбы. Куда заведет судьба? Король огня. Карта харизматичного лидера. И где-то примерить на себя лидерство самое время. И, кстати, мои дорогие близнецы, король огня, пусть не в этой колоде, но немножко отойдем все же от этого значения, это руководитель, это командир. Это тот лидер, который по умолчанию, и он не торопится сам что-то делать. Он, да, вдохновлять кого-то может, или он может, к примеру, давать какие-то советы, может быть, основываясь на том опыте, который он сам прошел. Но сказать, что прямо сразу он приступает к выполнению того, что он кому-то рекомендует, я не могу. Поэтому будьте внимательны. Вы ведь тоже можете столкнуться с таким человеком, как знак судьбы. И тогда это будет тот, как идейный лидер, кстати, это тоже проходит, а вверху у вас первосвященник. Это может быть ваш друг или даже какой-то знакомый, может быть прежние какие-то контакты, причем которые, знаете, не строятся на зависти или, ну, к сожалению, такое очень часто бывает, а здесь тот человек достаточно сильный, но он сам по себе. И вот контакты с подобным лицом. И, кстати, не обязательно, что у нас выпадает король, и будет именно мужчина. Нет, мы все же рассматриваем именно карту как значение карты. Поэтому это может быть и женщина. Вот в таких энергиях, может быть, более мужских, более в таких руководящих, да, она привыкла руководить и своей жизнью, она надеется где-то сама на себя, но и она не готова прогибаться, и она очень продумана в своих действиях, в своей активности или в каких-то моментах, на что она согласна, а на что нет. Поэтому замечтаться мы не можем. Но самому для себя, например, если вы сталкиваетесь с таким человеком, что-то полезное взять от него, или послушать его советы, послушать, что он говорит, или какая-то идея может быть сказана этим человеком, или просто в разговоре вас, как знаете, мы говорим эврика, да, или как нас что-то приводит определенные мысли, и мы дальше начинаем это развивать. Вот даже с какой-то позиции просто беседы для вас может открыться какая-то правда. Или когда вы поймете, что происходит вокруг вас. Вот есть та самая подсказка, которая неосязаемая, мои дорогие. Это то, что мы с вами говорили, не все будет складываться до конца апреля с позиции материализма и практики. Есть еще то, что иррационально, и это где-то и означает перезагрузку. Поэтому будьте внимательны. Здесь вам по судьбе может быть какой-то человек дан для того, чтобы вы изменили себя или увидели какие-то новые возможности. Но надейтесь сами на себя. Это вам суждено еще тоже где-то. Возможно, тут разные меня люди смотрят, но тоже какой-то путь пройти до лидера, вот этого по умолчанию. И это тоже какое-то становление или видоизменение самого себя. Потому что и еще пока нулевой вариант. Предстоит еще что-то изучить или разобраться в каком-то вопросе. Но знак – конкретный человек, с которым вас сводит судьба, может свидетельствовать о том, что эта встреча не случайна. Для чего-то вы нужны друг другу. Давайте мы с вами посмотрим, что хотят вам передать высшие силы. Паш воды. Шикарная карта, кстати, вдохновения и добрых вестей. И по пажу у нас еще проходит и, знаете, как невинность. Вот именно здесь. Оптимизм. Кстати, у кого-то может проигрываться начало близости, новое знакомство, любопытство к жизни. Вот такие волшебные энергии. Ну, как, что вам хотят передать высшие силы?
Может быть, отчасти это вдохновение с учетом нулевого аркана, который вы просто должны себе позволить. Или контакты с каким-то человеком, возможно, моложе даже вас, но он вам тоже приносит больше оптимизма. В зависимости от того, в каком возрасте вы смотрите мои видео, здесь, правда, не отказывайтесь от каких-то контактов только лишь потому, что вы подумаете, что ну как-то это неправильно. Или человек намного моложе меня, но что-то не стыкуется по возрастам. Это ведь как вам знак, знак судьбы, знак высших сил. Поэтому вы словно должны, как этап омоложения или вот это обнуление, то, что идет по нулевому аркану, проститься как будто с прошлым. И первосвященник, у него всегда ключи в руках, ключи к будущему. Он знает, как что-то правильно сделать. Но ведь будем говорить, тот путь, который мы уже прошли, он нам известен, правда? А для того, чтобы перейти на какую-то новую ступень, нам словно дыхание весны нужно. Или нужна какая-то перезагрузка. Или новый вид вдохновения, может быть, да. И если вы сами находитесь, но в достаточно сложном, в таком эмоциональном состоянии, то для вас, мои дорогие близнецы, вот просто, когда не строим каких-то грандиозных планов, замыслов по продолжению отношений, а попросту контактируем с человеком, который даже моложе вас, но который несколько разряжает ваше эмоциональное напряжение или какой-то сложный период, который вы прошли, который тоже на вас оказал влияние, и вы никак не можете выйти из состояния какой-то затянувшейся путаницы, или вы постоянно анализируете и опираетесь на прошлом, а на прошлое точнее, а вам нужно переключиться на новый жизненный этап. И все, что молодое, все то, что радостное, мы говорим любопытство к жизни, значит, любопытство себе нужно к жизни добавить любой ценой. Ну, понятно, любопытство не к соседу, а именно к жизни, мои дорогие. Я надеюсь, вы правильно это понимаете. Так что же у вас будет меняться? Знаки судьбы. У вас какая-то возможность. Ее же нужно увидеть. Вот те энергии, о которых я сейчас подробно говорила, вам буквально помогают. Вы получаете деньги. Или возможность заработков новая какая-то у вас происходит. По тузу Земли вы можете получить какую-то важную бумагу и документ или известие. Но это нужно переложить на продолжительный более период. Ведь туз Земли, по сути, это зерно, которое мы садим в землю, а в последующем мы должны вырастить какое-то волшебное дерево. В целом, в этой колоде туз Земли обозначает благополучие. Поэтому ваше благополучие, да, есть и какая-то практика. Не случайно у вас и десятка Земли. Значит, вам до конца апреля, мои дорогие близнецы, есть то, что лежит в области практики и денег, и финансов. И здесь решения, которыми вы останетесь довольны. Какой бы сложности ни был вопрос, при вашем желании вы сумеете это решить. Но есть еще и то неосязаемое, которое как раз перед вами откроет новое качество жизни. И вы, может быть, поймете, зачем нужно было проходить какой-то предыдущий сложный период. Или для чего теперешний период какого-то, ну, такого относительно стабильного положения. Вы можете думать как угодно, но 3 карты, которые говорят о стабильности, именно в материальном плане, в практичном плане, но уже и перезагрузка в сторону лидерства, в сторону новых возможностей, пусть даже это в сторону любопытства жизни или в сторону новых отношений. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Ну, понятно, не у всех новые отношения. У кого-то по первосвященнику, я могу даже предположить, продолжение отношений тех, которые уже длятся годами. И, может быть, вы даже муж и жена, но не венчались, а по этой карте идет венчание. Или, когда вы прошли со своим партнером сложный период, тогда обновление в жизни. Оно, как весна жизни, мои дорогие, в полном разгаре до конца апреля. И значит, не упустите какие-то счастливые возможности. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.